Новинка от Xiaomi, которую все так ждали, возможно, слегка зря. Она имеет большой AMOLED-дисплей, по сравнению с прошлыми моделями он стал еще больше. Более сотни циферблатов, функцию Always On Display, мониторинг сердечного ритма и SPO2 в автоматическом режиме, да, вы не ослышались, теперь кислород считают они автоматом. Мониторинг сна, профессиональный анализ тренировок VO2 Max. Считайте, что насыщение считали раньше только часы от $200, а здесь браслет в прямом смысле за несколько десятков. Более 110 спортивных режимов, время автономной работы до 14 дней, водонепроницаемость 5 атмосфер, можно плавать. Все это можно прочесть в рекламе к смарт-браслету Xiaomi Smart Band 7. Но как на самом деле дела обстоят у него и есть ли какие-то изменения от бенда 6, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать обновление Mi Band. Почему мы все ждем Mi Band новый? Простая причина, мы ждем там GPS. И спойлер, разумеется, половина из вас уже это знает, здесь GPS нет. С другой стороны, я сразу спойлерю, в чем здесь плюсы относительно шестерки, а это семерка. В первую очередь, это то, что здесь есть Always On Display. Второй момент, и серьезный для многих, учитывая, что у нас все еще гуляет коронавирус, здесь отслеживание перманентное вашего кислорода в крови. В принципе, на этом можно было бы обзор заканчивать, рассказать, что чуть-чуть пошире стал сам браслет, плюс помимо этого рассказать, что никаких проблем с его использованием, покупаете вы китайскую версию, глобальную версию, еще какую-то, нет, ни с активацией, ни еще с чем-то, и в принципе, все. Но логично, что вам интересны еще определенные функции, тесты, которые я обязательно проведу. 13,8 грамма весит капсула. Напоминаю, что на канале есть телеграм-канал взаимопомощи, 14 тысяч человек, который посоветует вам, стоит ли тратить 2 с лишним тысячи рублей на него. Толщина 11,5 мм, ширина капсулы в максимально толстом месте 20,9 мм. И высота, очень крупный он, 46,4 мм. Прямо приличный, я скажу, вот смотрите, это Apple Watch, это Mi Band 7. И в каком-то смысле, ну, уже такая серьезная конкуренция по размеру скоро будет. Что интересного из настроек? Опять же, узнаете вы в ролике. Какая-то сумасшедшая автономность у него не появилась. Все так же он не боится воды. Если брать рекламу, то, разумеется, есть поддержка многих спортивных режимов. Чуть-чуть нахимичили они спойлер со шрифтами. Об этом вы тоже узнаете в ролике, и вы это увидите. Не какие-то особые решения из разряда, допустим, платформочку они могли бы сделать здесь Type-C, потому что Type-C-шники есть у всех, а возить с собой мини-платформу проще, чем вот такой кабель. Нет, они этого не сделали, все как и было. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. В скидках в первую очередь я постю ролики, которые сюда не постю, и плюс еще примеры съемок различных телефонов дополнительные, либо инструкции, допустим, как покупать на Али, как покупать на Авито и все подобное. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много. Допустим, сейчас я разыгрываю наушники Sony и наушники Xiaomi One Mo в описании к видео. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, там я постю эксклюзивные обзоры и примеры съемок, плюс инструкции, допустим, как покупать на Али или на Авито и не прогореть. Поставляется Xiaomi Band 7 с ремешками разных цветов, выбрать есть из чего. У меня классический ремешок. Дизайн остался неизменим, все такая же капсула, но только слегка больше, и все тот же ремешок. Смотрится смарт-браслет хорошо, как на мужской, так и на женской руке. Ремешок выполнен стандартно из силикона, тактильно он очень приятный, дискомфорта не доставляет. А корпус капсулы из матового пластика. Все как всегда, сборка хорошая, как и материалы. Вдобавок пыли, отпечатки пальцев и так далее на нем не остаются, как и на самой капсуле. При носке Band 7 не ощущается, спать в нем, разумеется, комфортно. На корпусе расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту еще 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп, датчик CSS, датчик SPO2, мониторинг сна, уровни VO2 Max и уровня стресса также на борту. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, браслет у воздуха не считает. Пульс измеряет в ручном режиме или автоматическом. SPO2 работает как в перманентном режиме, так и в ручном. Как настроите, так и будет. На руке измерения меня порадовали, так как лично у меня показатели практически
практически точны, с небольшой погрешностью максимум 2%. Сон мониторят корректно, как и фаза сна. Летим дальше. С фронтальной части находится у нас AMOLED-дисплей на 1,62 дюйма с разрешением 192 на 490 пикселей. Дисплей покрыт закаленным стеклом с олеофобным покрытием, плотность пикселей 326 ppi, более чем достаточно, картинка четкая, пикселей не видно. Частота обновления экрана не больше 30 Гц. Скроллинг не сказал бы, что супер плавный, иногда проскальзывают рывки. Цветопередача дисплея насыщенная, рамки у экрана, как и подбородок, в наличии, небольшие, но заметные. Яркость до 500 нит при прямом попадании света на экран, к примеру, на улице солнечный день, мне лично яркости хватает, вглядываться не приходилось. Автояркости на борту, к сожалению, нет. Как вы могли заметить, шрифт у русского языка на данный момент, мягко скажем, не очень. Надписи в настройках выходят за пределы видимого, и перевод оставляет желать лучшего, во всяком случае пока. Время до отключения экрана максимум 15 секунд, что тоже плохо. Полноценный Always On дисплей на борту, его стиль зависит от установленного циферблата, за что отдельное спасибо. Функция «Экран всегда включен» максимум до 20 минут, не путаем с Always On дисплеем. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо. На смарт-браслет также можно установить шестизначный пароль или включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, слева направо и наоборот виджеты и снизу вверх меню. Как и было, в меню есть все необходимое: активность, измерение пульса и кислорода в крови, пай, тренировки, журнал тренировок, статус тренировок, измерение уровня стресса, сон, погода, музыкальный плеер для управления воспроизведенной музыки на смартфоне. Внутри нет, разумеется, памяти никакой. Будильник, который можно устанавливать прямо с браслета, фонарик, женское здоровье, дыхательные тренировки, секундомер, таймер, и в фоновом режиме может работать только секундомер. Так что какая-никакая мультизадачность здесь есть. Также в меню есть заводской таймер, поиск телефона и события. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения и воспользоваться стандартными настройками. Bluetooth версии 5.2, тренировок на борту более 110 режимов, плавание в бассейне, интеллектуальное распознавание 4 стилей, плавание на борту. Определение активности есть, к примеру, прогулки или бег они у меня определяли хорошо, лучше, чем яблочные часы. Поддерживает эта функция также беговую дорожку, грибной тренажер и эллиптический тренажер. Встроенного GPS нет, и навигация происходит за счет GPS в телефоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Но на данный момент данная функция не работает, скорее всего с новыми прошивками все пофиксят. Либо это только так у меня. Вибромоторчик хороший, силу вибрации настроить можно. Не топовый, не как в часах, но лучше, чем в прошлой версии. Уведомления приходят моментально, отвечать на них на данный момент нельзя, и быстрых ответов пока не завезли. Иконки приложения отображаются, а смайлики отображаются 50 на 50. Опять же, пока уверен, что все допилят. Это же Xiaomi. Емкость аккумулятора 180 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов. В активном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья они проживут не более 7 суток. Как по мне, это очень хороший результат по сравнению с Apple Watch. С Always On дисплей, разумеется, автономность значительно снижается. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, окунул их в емкость с водой. По итогу с ними ничего не произошло, весь функционал как работал, так и работает. Разумеется, плавать в них можно, в баню нежелательно, еще раз повторяю. Плавать с ними можно, как и принимать душ. К приложению Mi Fitness Band 7 подключились у меня без проблем. Необходимость менять регион нет, то есть можете покупать свободно китайскую версию и не переплачивать. Также можно использовать приложение Zepp Life. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета все стандартно, и помимо перечисленного мною ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор здесь более сотни штук. Персонализированные циферблаты на борту, и любую фотографию на заставку установить можно, что очень удобно. Также есть настройка мониторинга здоровья, приложение и стандартные настройки для устройства. Управление камерой смартфона есть, и при первом подключении браслета к приложению в меню она была. Но после того, как я обновил прошивку, из меню на браслете данная функция пропала, и вернуть ее на данный момент у меня не получилось. Bluetooth кнопка, я думаю, появится рано или поздно вот это, но не факт, что завтра. Минусы: заметные рамки у экрана и наличие подбородка. Частота обновления экрана не радует, есть фризы, как и шрифт с переводом. Нет встроенного GPS, разумеется, не появится, нет NFC, не работают быстрые ответы пока, и нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, опять же пока. Нет микрофона и не отображаются полноценные смайлики. Опять же, когда появится NFC, не факт, что можно будет им платить, учитывая последнее время то, что происходит с миром электроники. И фейл с Bluetooth кнопкой для управления камерой на смартфоне также отнесу к минусам. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она нереально приятная, если вы будете покупать китайскую версию, даже по курсу Али, потому что Киви отвалилась, а в районе 63 рублей курс Али это более чем адекватно. Понятно, что 10 рублей разница с биржей, ну а что делать? Вот так только и живем. Главное, что доставляет, главное, что отправляет
отправляют, главное, что приходит. Плюс, напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, больше 14 тысяч человек нас там, и телеграм-канал скидок, больше 55 тысяч человек. Там много интересного контента, помимо YouTube. Резюмирую, отличие от Xiaomi Band 6 следующий. Размер экрана, яркость экрана, больше циферблатов, больше спортивных режимов, наличие Always On Display. Если вы хотели себе подобное носимое устройство, то начать однозначно советую Xiaomi Band 7. Huawei Band 7, к слову, тоже будет в перспективе на обзоре. Уже имеющийся обширный функционал за свою действительно низкую цену Xiaomi отрабатывает на все 100. Мне лично устройство понравилось, хоть и присутствуют минусы. Без них никуда. Надеюсь, хотя бы в 8-й версии они туда запилят стандартный GPS. И не спрашивайте у меня, галереи там нет, нельзя закидывать на них музыку, нельзя устанавливать туда никакие программы, и подключать нагрудный датчик к ним тоже нельзя. Это браслет. Подписывайтесь с колоколом. Спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.